Мне удалось услышать машину заблаговременно и спрятаться неподалеку от дороги. На самом деле не стоит ломиться, сломя голову, словно лось в лес, так как можно упасть неудачно, повредить себе ногу. Такое часто тоже бывает. Просто нужно соответствующе одеваться, когда ты идешь в зону, то есть по сезону, чтобы твоя одежда не контрастировала с окружающей средой. И достаточно просто лежать на земле и не шевелиться, и вас никто не заметит. Всегда важно слышать первым любой шум, машина, голоса. Речка Уж опоясывает Чернобыльскую зону с юга, поэтому это двойная, вторая преграда на пути к Припяти. Тот, кто не будет знать, где находятся неглубокие переправы, где находится брод, будет страдать. Тут либо нужна лодка, либо плыть. Но так как сейчас апрель месяц, холодная вода после зимы и тяжелый рюкзак, соответственно, невозможно сейчас заниматься такими вещами. Но у меня есть одно решение этой проблемы. Я напоминаю, что это второй день моего одиночного похода, моей самоизоляции в Чернобыле, и я направляюсь дальше вглубь Чернобыльской зоны. К вечеру я планирую добраться до зенитно-ракетного комплекса «Волхов», там заночевать. Рано утром я уже выдвинусь исследовать базу отдыха «Изумрудный» и село Лелек, которое тоже находится неподалеку и в очень классном сохранении. Кстати, кто не видел первую часть, а именно, как я ночью пробрался в Чернобыльскую зону, искал себе дом для ночевки и ночевал у старого заброшенного кладбища, а утром исследовал его, ссылочка сверху на экране. Вообще очень классная сейчас погода. Я обожаю апрельские походы. Сейчас такое только-только начало весны, еще нет зелени, и очень легко можно везде пройти. Такое тихое, спокойное утро. Похоже, вертолет. Это, конечно, не очень приятная ситуация, но мы думаем, надеемся, что он нас не заметит. Мне часто доводилось видеть и слышать в зоне вертолеты. В основном это вот экскурсии бывают, на вертолете делают. Но сейчас слишком рано для таких экскурсий, поэтому это все очень не нравится мне. А так как я нахожусь в открытой местности на берегу реки, могут очень легко заметить. Поэтому я вот сейчас сижу, пережидаю в кустарнике. В общем, постоянно летает какая-то авиация, самолеты. Я так думаю, что в зоне идет пожар сейчас сильный. Вот, и даже я чувствую гарь в воздухе. Так что сейчас такое время тревожное. Надеюсь, меня не убьет с неба. Уже солнце встало. Вот та самая дорога, которую я хочу быстрее пройти, так как тут могут ездить лесники, полиция, пожарные. Так как сейчас еще летают вертолеты, то я не знаю, что будет дальше, поэтому такие вот людные дороги лучше обходить и идти максимально безлюдными тропами. Вот лошадки дикие. Кровь Пржевальского. Лошадь Пржевальского является довольно редким подвидом дикой лошади. В 90-х годах на границу Беларуси и Украины привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась. В брошенных зданиях, строениях лошади бездельничают, спят и размножаются. В летние месяцы они используют сараи в качестве убежища от насекомых. Не в каждом походе можно увидеть лошадей. Это довольно-таки такой классный знак, как удача. К сожалению, даже в Чернобыльской зоне можно встретить мусор, который оставляют за собой, не люди, я бы их назвал кожаные мешки с говном. Вот, это очень грустно, так как Чернобыльская зона, она уникальна, и вообще мусор оставлять, где бы то ни было, это очень плохо.
Поэтому я призываю всех нас беречь природу, неважно где это, Чернобыльская зона или лес возле вашего города. Пройдено порядка 20 километров за вчерашней ночи, сегодняшнее утро. Пока, в принципе, идет все по плану, но в воздухе витает тревога, а именно чувствуется запах гари, каких-то пожаров. Я видел неоднократно сегодня самолеты, которые делали заходы на тушение пожара в лесу. Ну и, собственно, это гарь, поэтому я в респираторе. Скоро я буду делать привал, кушать, отдыхать. Вы можете видеть, насколько много поваленных деревьев, сухостоя. Так что огонь и пожары в Чернобыльской зоне — это обычное явление. Каждый год это происходит. К сожалению, огонь забирает интересные объекты, села, дома. И с каждым годом все меньше и меньше мест, где можно, допустим, переночевать даже. Время для привала и завтрака. Я изрядно устал, так как я не хотел кушать ни вечером, ни утром рано, когда встал. Силы уже на исходе, нужно подкрепиться. Украинский армейский рацион. Очень удобная штука и сытная. Есть хлеб, сухари, каша, галеты, печенье. Ну вот. Главное блюдо для меня — это консервы мясо рослинні, каша ячна с мясом свинины. Попробуем. Приятного аппетита. Вкусно. В этом походе я испробую новый маршрут, который никогда раньше не ходил. И я очень удивлен, приятно удивлен красотой, которую я здесь встретил. Это, наверное, самый прекрасный лес, который я вообще видел в зоне. Невероятно, просто какой-то сказочный лес. Ну, посмотрите, наверное. Я сделал привал и отдыхал в тени любимых чернобыльских сосен. А в небе пролетали тучи дыма, горящего леса. Как же все-таки интересно работает психика. Находясь внизу и не видя полной картины, будучи неосведомленным о масштабах пожара, ты всегда надеешься на лучшее. Так и я верил, что пожар потушат. Это ведь не первый раз. МЧС справится. А в это время огненная стихия шла по моим следам и уничтожала все на своем пути. Но я был один, и у меня была только камера. Камера фиксировала уникальные кадры, сохраняла Чернобыльскую зону хотя бы на видео. Вообще, если задуматься, то кажется, что пришел конец света. Мир захватила пандемия коронавируса. Миллионы людей сидят дома в страхе умереть.
тревогой смотрят завтрашний день, потому что непонятно, как вообще жить, потому что многие потеряли работу, многие потеряют работу. Тут еще чернобыльский пожар какой-то, СМИ раздувает. Но на самом деле пожар в Чернобыле это обыденное дело. Это как, наверное, в Австралии пожары, это тоже довольно-таки частое явление. Уже, наверное, видели по моим кадрам на видео, что очень много сухих деревьев, очень много сухостоя. Была нормально теплая зима, не было снега, то есть все очень сухое. И вот это, как бы даже не помню, когда был последний раз дождь, наверное, месяц назад. Естественно, ну, типа, получается, одна искра и все полыхает. Плюс все усугубляется еще тем, что сильный ветер сейчас. Поэтому огонь постоянно вот усиливается. Но я думаю, пару дней и все утихнет. По прогнозам должно через пару дней просто быть дождь. Вот, и все должно прийти в норму. Но это нормально для Чернобыля. Это такая себе маленькая Австралия, только радиоактивная. Конечно, лесные пожары, они требуют огромных ресурсов, чтобы их ликвидировать. Страдают животные, сгорают ценные какие-то для истории заброшенные дома. Но согласитесь, это красиво, но это страшная красота. Я прошел уже порядка 35 километров. Я напомню, что я не спал. Я, конечно, немножко устал, потому что приходилось идти по новому маршруту. Вот, но все же это, конечно, лучше, чем сидеть в 4 стенах. Вы сами только посмотрите на этот прекрасный вид. Прекрасно и страшно одновременно. Вот, и скоро, вот буквально через минут 30, я наконец дойду до места, где будет моя стоянка, где я буду ночевать. Бывший секретный зенитно-ракетный комплекс советский, который охранял небо над ЧАЭС, над дугой. Вот, я вам покажу его вскоре, надеюсь. Я скрасил ваши томные карантинные вечера своими вылазками в Чернобыль. Не переключайтесь. На небесах сошли с ума, устроив такую вечеринку. Я скажу так, пока мои ноги ходят, я не перестану сюда ходить. Потому что это просто невозможно описать словами, то, что ты чувствуешь здесь. Еще в такой день, в такое время. Это просто что-то невероятное. Вот он, зенитно-ракетный комплекс Волхов. Ой, ножники мои болят, но чего не сделаешь для дорогих своих подписчиков. Сейчас вам проведу такой краткий, или не краткий, посмотрим, видеотур. Это здание, это казармы солдатские. То есть тут располагался солдатский взвод, который нес службу по охране Чернобыльской атомной электростанции. И загорелась дуга, загоризонтный радиолокатор дуга, который на всех картах советских обозначался как пионер-лагерь для детей. Сейчас это место популярное вписка сталкеров, чернобыльских исследователей. Давайте же посмотрим. Вот именно здесь сталкеры и ночуют. Даже остались чьи-то штаны. Ха-ха.
Вот, собственно, в этом зале был пол. Стояли кровати, в которых спали сладким сном ночью солдатики советские. Вот. Почти ничего не сохранилось, кроме как вот этой вот фрески советской пропаганды. Давайте на нее посмотрим. Вот видите, изображен солдат с автоматом, со звездой красной советской, коммунистической, различными вот языками международными. Слово «мир» написано. Кремль, советский герб. Сейчас это реально культурная ценность. Я бы хотел, чтобы это место сохранилось как можно больше времени. Но время неумолимо, и природа разрушает артефакты Чернобыльской зоны. В целом это все уже пустые комнаты. И вот можно увидеть страшные вещи порой. Они здесь. Часто птицы залетают в эти стекла и там погибают. Кстати, раньше это была оружейная комната. Можно понять по этой решетке. Все пусто, все раздестроено, разворовано. Вот тут еще остались какие-то остатки каких-то плакатов, стендов. Дежурный под непонятно. Комсомольская жизнь. Мираж. Назначение: бомбардировщик, экипаж, скорость, дальность полета, вооружение. Вот здесь была столовая. Там выносили, подавали блюда. Такая кухня. Очень много комаров сейчас. Мошек в прохладных помещениях. Какие-то вот схемы, видимо, схема ракеты, которая была как раз здесь на вооружении. Умывальники, туалет. Немножко хоррора. Вот как, собственно, птицы здесь застревали и умирали. Однажды я спас тут птичку. Одну. Это у нас грузовые гаражи для больших машин. Зилы, Краза, я не знаю, что какие там были машины. Такое помещение. Ничего не осталось, естественно. Что такое Чернобыльская зона? Это когда ты просто идешь в лесу и натыкаешься на какую-то технику заброшенную. В этом есть своя романтика.
Чернобыльская романтика. Можно увидеть там наименование этой машины. СССР, год выпуска 1983. Волгоградский тракторный завод. Это трактор. Вот еще какой-то бензовоз или водовоз. Непонятно. И часто машины перевернуты, как будто их атомным взрывом выбросило и перевернуло. Вот еще одна интересная, типа микроавтобус, непонятно какая это марка. Вот главная достопримечательность этой территории — бункер. Здесь, как я думаю, располагались ракеты. Вы видите массивные монотонные гермодвери. Под этот страшный закат мы заходим в бункер. Возможно, нас это спасет от этого чернобыльского пожара. Вот такое вот место. Довольно атмосферное. Такие просто пустые комнаты. Остались какие-то бутылки из-под пива, видимо. Так будет выглядеть мир после коронавируса. Ха-ха-ха. Шутка. Не дай бог. Такие остатки техники. Интересно. Написано по-английски, что тут можно делать, что это вообще такое, какой-то радар, видимо. Интересно. Ну, а тут просто у нас хлам. Ну, кстати, тоже гермодвери.
Они тяжелые. Ну, вот это, собственно, выход на крышу бункера. Люблю это место за его спокойствие. Тут очень редко, когда бывает полиция. Но они стали сюда захаживать чаще, чем раньше. К сожалению, я забыл дозиметр. Так бывает. Каждый раз, когда собираешься в поход, что-то забываешь. Но, как говорят у нас среди сталкеров, нет дозиметра, нет радиации. А если честно, я уже все перемерил вдоль и поперек в этих местах, поэтому я уверен в своей безопасности. А всем диванным экспертам, радиологам я порекомендую успокоиться. Теперь самое время подкрепиться после тяжелого дня и ночи. Я планирую переночевать сегодня здесь и рано утром двинуться на заброшенный пионер-лагерь базы отдыха Изумрудный, который находится на берегу пруда охладителя ЧАЭС. Но потом днем двинуться на заброшенное село Лилев, в котором, говорят, очень хорошие сохраны детского садика, школы. Но опасность в том, что буквально в 500 метрах от этого села находится КПП в 10-километровую зону с дозиметристами, с полицией. Поэтому нужно быть максимально осторожным. Если вы думаете, что я тащил с собой воду на все дни похода с магазина, с Киева, я имею в виду, вы ошибаетесь. Вот откуда мы берем воду в Чернобыльской зоне. Кстати, это одно из самых вкусных мест. Самая вкусная вода в зоне. Да, я еще не сдох, я не мутант. Дождевая вода, которая накапливается в этом резервуаре. О! Пью ее уже 9 лет и жив-здоров. Сегодня был невероятный день по пережитым ощущениям и увиденному. И хотя на протяжении всего дня меня преследовала тревога из-за пожара, но сейчас тревога ушла, и я чувствую даже немного пугающее умиротворение. Возможно, я просто сильно устал. Тем не менее, на Чернобыльскую зону сейчас опускается ночь, на улице абсолютный штиль, и на горизонте не видно ни огня, ни дыма от пожара. Хочется верить, что к утру пожар будет локализирован. Завтра меня ждет неизвестность. Друзья, если вам понравилось это видео и вы хотите увидеть продолжение, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.